Ватный шаман. Прикинь. Let's go, champ! Let's go, champ! Let's go, champ! Здравствуйте. Я уверен, что после этого видео будут очень много хейтерских комментариев. Кроме того, очень многие отпишутся. Заранее извиняюсь перед теми, кого я очень сильно разочарую. Но постоянные мои зрители знают, что я никогда не пытался кому-то нравиться. Особенно вот завоевывать таким образом аудиторию. Я всегда говорю то, что я думаю. А ваше дело присоединяться к моей точке зрения или нет. И вы имеете право на противоположную. Ничего здесь такого нету. Не подозрительно, когда люди сходятся на 100% в своих мнениях. Итак, мое видео сегодня посвящается Александру Усику, которому предстоит вот-вот бой с Энтони Джошуа. Я хочу высказаться больше не о спортивной составляющей, а, хотя я до 26 лет, вы знаете, сам был профессиональным спортсменом и очень хорошо знаю этот хлеб тяжелый. И вообще у меня как спортсмену к Усику нет никаких вопросов. Да, мне он не нравится и как боксер, но я не могу не признать, что он спортсмен топового уровня. Это как бы неоспариваемый аргумент. Я хочу сконцентрироваться на том, как нужно помнить все-таки, иметь хорошую память и в какой-то мере даже быть злопамятными. Потому что так никогда, если мы будем все прощать и все забывать, мы страну никогда крепкую не построим. Потому что нужно помнить о том, где враг, для того, чтобы не повторить свои ошибки. Так вот, Александр Усик вел себя всегда как самый настоящий ватник. Ватный шаман. Прикинь. Это нормально. Я тебе хочу сказать, что вот здесь вот много, ну я так не читаю, но иду. Ну вон тут матюкаются, что-то там, короче, ну ничего страшного, видишь. А я не и вижу, у меня и все на зависло, тебя, понял? и на тебя, и на меня. Да нормально, у меня все зависло, понял, и я вообще не вижу. Я просто вижу, что ты как бы такой, ну типа в полуулыбке, понял, и не вижу ни комментариев, ничего. Это лично мое оценочное суждение, лично мое мнение. Вот эти все тусовки, опять же, христиане, особенно православные, извините меня, вот эти все тусовки с попами, особенно московского патриархата, которые являются самыми настоящими ФСБшниками, КГБшниками, практически без исключения. Это все говорит только, сигнализирует только об одном. Кумовство с Ломаченко, который просто мега откровенный ватник, и тысячу этому доказательств уже было. Я подозреваю, что этих двух ребят еще в юности крепко кое-кто прихватил за одно место. И эти ребята гнули одну линию, одно направление, тусуясь с этими попами. Я уже молчу, что кичение этими выставлениями это является проявлением какой-то трипольской культуры. Опять же, извините меня, православные, но независимо от вероисповедания, я думаю, что это должно быть все-таки не показушно, а больше глубоко в человеке. А когда это вот так выпячивается, все это очень подозрительно. Я уже не буду давать раскладку, как это вообще вся система работает, но это все самый настоящий бизнес и ничего больше. Ничего больше. Сейчас на дуэли взглядов Усик спел «Червона калина», чтобы выставить себя патриотом в соответствующем наряде. А за пару дней до этого жена Усика сообщила, что звонили, угрожали. Только у меня вопрос, если такое было на самом деле, почему мы об этом не знали раньше? У меня вопрос, если такое было на самом деле, почему выдающийся спортсмен, которого знает вся страна, не обратился в соответствующие службы? Ему бы 200% дали государственную охрану, ему, его семье. Я знаю такие случаи, когда не по таким вопросам она была предоставлена. Почему это все не было озвучено и почему это все не было сделано? Не наводите на какие вас мысли? Для меня это все понятно, как дважды два четыре. Дальше его жена высказалась, что Александр уже перешел на украинский язык. Я стараюсь учить. К сожалению, у меня мало практики сейчас, так как я нахожусь за границей. С детками общаемся. Саша полностью перешел на украинскую мову. И у него, кстати, неплохо получается достаточно. Я стараюсь, я очень хочу. Знаете, как я это все называю? Только одним. Переобулся в воздухе.
Вот и все. Поэтому его кум Ломаченко всегда писал на шортах там Акерман, и его всегда представляли на боях как Акерман. Он от Украины как бы дистанцировался. Усик как бы пытался одно время сидеть одной жопой на двух стульях, но вот эта религиозная тема православная, она просто настолько палила все это явно. Я же говорю, это очень, по-моему, лично на мой взгляд, очень хорошо продуманная стратегия кое-каких специальных служб. Больше того вам скажу, сейчас, естественно, Усик независимо от исхода боя. А если говорить про спортивную составляющую, у меня очень много вопросов по первому бою, как Усик выиграл. Я не считаю, что там все было честно. И вообще в бокс это очень темный вид спорта. Я еще раз говорю, я как человек, который был изнутри, я прекрасно знаю, как многие дела там делаются. А особенно в боксе. Это один из самых коррумпированных видов спорта. Так вот, Усик, конечно же, у него гонорар 40 миллионов долларов. Как вы знаете, в боксе, независимо от победы или поражения, он эти бабки получит. Понятно, отдаст промоутеру. Но поверьте мне, огромную сумму, конечно же, он пожертвует в ЗСУ. Ну, 100% нашей армии, потому что ему сейчас надо сделать красивый жест. Еще раз повторюсь, он переобувается, ему надо сейчас все сделать красиво. Что будет дальше? Ну, рано или поздно Александр закончит свою карьеру спортивную и, конечно же, пойдет в политику. И выберут. Вот что самое парадоксальное, выберут. Потому что у нас никогда в Украине не были ценны люди своими идеями, какой-то философией, предложениями, планом каким-то конкретным по действиям. У нас это все не надо. У нас в Украине один критерий – это узнаваемость. Узнаваемость достигается чаще всего благодаря телевидению. Вот. Спортсменам в этом плане легче, чем в свое время воспользовался Кличко. Про его политические успехи мы тоже с вами все знаем. Примерно по такой же дороге пойдет Усик. Будет стелить и рассказывать еще более яркие вещи, потому что говорит он все-таки неплохо, как для спортсмена особенно. Поэтому вот такая вот ситуация. Вы, конечно, можете оспорить мое мнение, говорить там, что никогда он не был ватником, но факты говорят о другом. То, как я читаю это между строк, говорит о другом. А личная ваша симпатия, они имеют право на жизнь. Я еще раз повторюсь, Усик это действительно спортсмен топ-уровня, можно сказать, выдающийся боксер. По этому плану нет вопросов. Сейчас Усика я обсуждаю как гражданина Украины, как публичного человека. Вот такие вот, я уж тем более ничего не имею против там, его семьи, я ж, вы знаете, никогда никого не трогаю. Но жена публично высказалась, я вам это передал. Все, на этом обсуждение его семьи заканчивается. Сейчас речь только о нем. Поэтому, может, для кого-то это будет хотя бы повод задуматься. Задумайтесь. Еще раз говорю, не забывайте ничего, потому что у нас принято очень быстро прощать, забывать. Этого делать нельзя, и как показала история нашей страны, это всегда приводит только к еще более хужим последствиям. Поэтому, извините, я буду болеть за Энтони Джошуа, как делал и в первом их поединке. Так я поступлю и сейчас. Всем спасибо за внимание. Еще раз говорю, извините, кого разочаровал. Вы имеете право на свое мнение, в этом нет ничего страшного. Пока.